Северный Тиман. Один день в раю. Страна бескрайних просторов, тундр и болот, красивейших, богатых рыбой, рек. Суровой заполярной погодой, непуганными животными, практически отсутствием летом местных жителей и туристов. Попасть туда крайне непросто. Но мы, приложив усилия и время, смогли. Саму идею сходить на реку Белая предложил Владимир Бахмутенко. Ему был нужен попутчик, а мне длительное автономное путешествие в места, куда мало кто добирался. Наше путешествие началось в городе Усинск, откуда на старенькой, но крепкой Ниве мы, погрузив снаряжение, провиант и лодку, стартанули к месту стапеля в город Нарьян-Мар. Вот такая вот дорожка на Харьягу. Направление, не дорога. Направление. Дорогу от Харьяги до Нарьян-Мара привели в порядок. Но первые 180 километров дороги Усинск, Харьяга по плитам с торчащей арматурой оказались серьезным испытанием для наших организмов и видавшей виды Нивы. Река Куя. В Нарьян-Маре заправили полные канистры топливом, собрали лодку, докупили хлеб. Пошли в магазин поищем. На весь путь по воде вверх по Печоре и Суля с ее притоком нам потребовалось 170 литров бензина. Туда и обратно это порядка 1400 километров, что крайне экономно. Лодка, нареченная морковкой, весом 45 килограммов, шитая на заказ. Мотор Ханкай чуть менее 10 лошадиных сил. Сломали 2 винта, но аккуратность и профессионализм Владимира победили. Вверх по Печоре шли тяжело, случился шторм, волна, вода внизу и сверху. Печора в своем устье представляет множество проток, разливов и островов, что сильно затрудняет навигацию. Запросто можно заблудиться. Берега очень далеко. Море, океан. Мели повсюду. Одним днем дошли до села Великовисочное, близ которого встали лагерем и сушились у костра. Это типа Сбербанк. Пройдя множество островов и проток, вошли в реку Сула. До села Коткино шли еще 2 дня. В своих низовьях река мало чем примечательна. Десятки километров ивника по берегам. Полное отсутствие стоянок. Стояли на песке и на камнях, находя более-менее пригодные места на косах. Не рыбачили. Ясь нас мало интересовал. Погода постепенно наладилась, и мы вошли в режим путешествия. Ладненько, спасибо за чай, спасибо давай. за беседу. Вам спасибо. Спасибо, короче, Зачем? за гостеприимство. Давай пакет. Где пакет? Зачем? Есть? Ну дай, пакет есть пустой? Ты рыбки хочешь? Ну а что, конечно. Ты же первый раз. Кто тебе? На Ридмаре, по-моему, никто тебя не угощал. Петро, достань пакет. Ага. Какого года? Как называется? 69-го, держи. Сельская механика. Сельская механика. Внимание, почитаем. У нас же общались друг с другом. Примечательно, что все местные жители, встреченные нами, относились к нам с огромным добром и удивлением о том, что мы очень отчаянные ребята, возможно, сумасшедшие, помогали.
В одном селе нам помогли со шлангом, в другом продали 30 литров бензина и дали канистру на прокат. А местный житель Саша провел экскурсию по селу Коткино на своем УАЗике. Осторожно, трос, написано на катере. Впадение Соймы в Сулу. Сойма направо, Сула налево. Это получается Сула. Вот Индиго. А, смотри. Нет, не Сула, а где-то здесь. Ну, здесь Сойма. Сойма. Сойма, это, знаете, что она пересохшая. О селе Коткино нужно делать отдельный фильм. Если кратко, это идеальный пример села времен СССР, где работает все и все при деле. Свой коровник, свое мясо, молоко, сметана, масло в магазине. Теперь я знаю, где делают самое вкусное в мире мороженое. Село очень красиво. В нем хочется жить. Да. А на обратном пути в Коткино для нас открыли целую столовую. Она была на санитарном дне. Накормили. Следующей нашей целью было устье реки Щучья. В плане маршрута значилось идти по ней вверх, обнеся водопад на Щучьей и спрятав мотор и топливо. Добравшись до устья, частично с помощью мотора, протаскивая лодку по мелям и перекатом вверх, сделали полудневку. Щука здоровенная. Доехали до Щучьей, почти 2 километра осталось. И у нас вот что с мотором. Или с винтом, так скажем. Мы добрались к устью реки Щучьей. Это было непросто, я вам скажу, ребята. Это было непросто. Но это еще только первый отрезок пути. Вот уже начинается, короче, тундровая зона. Отсюда можно сразу ебать. Это Юнка Щучья или какая-то речка? Радиалка разведка показала, что лезть туда не стоит от слова совсем. Радиалочка у нас. Обнос водопада через бурелом около 1 километра, 45 килограммов лодка, которую пришлось бы сдувать. К тому же вода упала. Мы отчаянные, но не настолько. Решили изменить маршрут и двинуть на Северный Тиман через Сульский водопад.
отдыхаем. Супчик сварили из свеженьких овощей. Наслаждаемся природой, погодой. Подъем на Сульский водопад не представляет проблем. 100 метров по твердым камням. В устье Щучьей пробовали поймать. Щуку, конечно. Не вышло. Но и ладно, не больно-то и хотелось. К тому же с собой были свежие овощи, оленина, тушенка. Заварганили салат и отличный суп. Погода жаркая, успели загореть, даже сгореть. На тебе хрусталик на память. В этой скале друзы хрусталя. Он вместе с пальцем идет. Хрусталь, Ольга, это для тебя. Вон они. На, он тебе кусок. Да как мне его тащить-то куда? Фига себе. Рюкзак кинешь. Есть поменьше вон. Специально для моих друзей не забыть положить хмели сунели. Картошечку с тушеночкой. Вот так вот. Где мы? Кто здесь? Кто здесь? Где мы? Где мы? Кто здесь? Ночи холодные, спальники на -5 оптимально. Гнуса всех видов тонны. От них даже воздух густой. Запас рифтонида и деготь спасали. Вот так и Ранним живем. утром или ночью гнус давал отдохнуть. Следующей целью был Сульский водопад, куда мы добрались, штурмовав каньон реки Сула перед впадением реки Щучья. Пройти каньон вверх, протащив за собой лодку с мотором и полной загрузкой. Та еще работа. Вымотались сильно. Глядя на каждый очередной перекат, мне казалось, ну вот все, далее пути нет. Но глаза боятся, а руки делают. Камни и ямы под ногами. Вода с сильным течением выше колена. Ступени из камней. Больно. Скользко. Заливает в сапоги. Но от вейдерсов мы оба отказались, это перебор. Черные скалы перед На красоту Сульским вокруг водопадом. даже не обратил внимания. Но когда шли обратно вниз, разглядел и вел съемки. Невероятно красиво. Далее несколько дней перекатов с плесами. Река стала похожа на таежную, спокойную. Добрались до водопада. Грех не сделать здесь дневку. Началась рыбалка, которую трудно назвать рыбалкой. Каждый заброс — кило, 2 рыбы. Щуки, окунь, хорез. 10 минут, и у нас рыба на ужин и в путь жарили с собой. Без дела не ловили. Маленьких отпускали. Уха, рыба фаршированная, запеченная, жареная, соленая и просто сырая. Рыбное меню. Сытно, очень вкусно. Я хожу по лаве. Говорят, что здесь когда-то был вулкан. Сейчас, на сегодняшний день, наша задача перетащить все шмотки наверх через водопад и завтра двинуть дальше. Это я, привет. Что-то вкусное крутит, мутит на Сульском водопаде. В собственном соку. Сейчас пусть немножко подостынет, потом прямо корочкой можно будет снимать чешую. Я уже слюной подавился, короче. Едешь такой по Суле, до водопада доехал. Смотришь, а тут какая-то тележка с колесами. Что она тут делает? Хрен пойми.
вот внутри с кварцем. Это у нас агат. Это агат, да. Это у нас начинается процесс копчения рыбы. Попробуй догадайся. Здесь сухой песок и 4 камушка. Далее сюда стругаем щепу березы. Лучше бы, конечно, была... Что там? Ольха? Ольха. Но мы нашли только березу. Ольхи нет туда. А окуньки мы сначала... Их сначала проветривают, как бы, чтобы лишняя влага из них ушла, обветрилась. Эту крышку кладем, чтобы с рыбы то, что капает, не горело, не давало, короче, лишний этот самый. А рыбу, когда заложим, продолжим дальше. Сейчас пока так. Положили сухие палочки вот так. Чтобы к стенкам не пригорел. И между собой, чтобы дым проходил. Все, вешаем на огонь. Регулируем высоту. И подкидываем сухих дров. Все, ждем эффекта. Сняли с огня. Сейчас он будет светло-коричневый такой. Но когда он остынет, он наберет цвет. Запах, ребята, обалдеть. Сейчас дадим ему остыть. Вот. Дегустация. Нямка. Нам нужна щука. Вот она щука. Попалась. На Сульском водопаде было время привести себя в порядок. Там же оставили закладку с продуктами. Людей тут не было никого. На следующий день перенесли лодку и мотор через водопад наверх. Продолжили подъем. Теперь нас ждал каньон Сульского водопада. Протяженность километра 2. Мне он показался еще страшнее и тяжелее, чем Сульский каньон выше Щучьей. Добыли. За 5 минут. Как ее убивать, чтобы не дрыгалась? Хребет. Вот где башка хрустнул. Все. Поджарим рыбки себе на дорожку. И после завтрака у нас запланирован подъем. Снаряжение. Щука. Относим водопад. Смогли. Преодолели. Ведь пути назад как бы не было предусмотрено. Далее поднялись до одного из притоков реки Сулы. Практически ручей. Скинули мотор, пошли волоком вверх, протаскивая лодку по мелям через лопухи. И по редким плесам. Шли 3 дня. Иногда русло вообще терялось. На перекатах и в ямах хариус в больших количествах. Но мы уже предвкушали более интересную рыбку на реке Белая. Надеюсь, что нам повезет. И она там будет. По берегам следы диких оленей, в небе огромные орлы. Утки не пуганы, нескольких оленей мы наблюдали с лодки. Держат дистанцию. Лосей не встречали. Следов присутствия медведя нигде не увидели.
Бескрайние километры Калужницы. Хорошо, когда еще есть узкое русло, а когда его нет. Вот так на бичеве корабликом идем. Вот, значит, встали пообедать. Заодно сделаем себе на ужин блюдо, которое называется сагудай. Из хариуса, что-то там хитрое. Владимир крутит-мутит, режет, Все косточки убирает. косточки убирает. Старается, блин. Сейчас мы будем Делать иван-чай. делать иван-чай, сейчас будем. Пить мы его будем дня через 3. Сначала его отбивают камень о камень. Ну, можно его руками кто-то перетирает. Я думаю, что так удобней. Просто нужно, чтобы он пустил сок. В общем, мы это складываем в пакет, на 3 дня убираем, он там будет ферментироваться. А через 3 дня он сейчас пахнет травой, а будет пахнуть медом. А в этом котелке у нас приготовилось блюдо, которое мы делали в обед. Оно называется сагудай. Это хариус с луком, уксусом, с солью. Дай, пожалуйста, этот самый... Сагудайчик. Это не хариус, это акула. Как сомбреро. Долго ли, коротко ли, но дошли до того места реки, где подъем не то что с лодкой. Просто пешком невозможен. Пришлось вставать. Надо проплывать. Но разведка показала, что мы не дошли всего 1 километр до места старта пешки. А вода не мешает? Нет. Шлю большой привет с Черноморского побережья. Жаркое солнце, потные женщины, все как всегда, и теплое пиво. На следующий день нам предстояло выйти в пеший маршрут до реки Белая. Взяв с собой минимум самое нужное на неделю, почти налегке, с утра стартанули по намеченному маршруту. Поднялись через скалы наверх, где нас ждал океан тундры, тучи оводов и другой летающей дряни. Жара. Раздеться невозможно. Обливаясь потом и рифтамидом, шагали мы по ватной тундре. Ноги вязнут во мху. Цепляются за карликовую березку. Каждый шаг нужно поднимать ногу. Где могли, использовали старые вездеходные дороги и оленьи тропы. Прошли всего 10 километров из 50. Особенности северного загара. Тут и тут. Следующие 2 дня началась красота и нормальная дорога. Вдоль ручья идти было приятно. По дороге много снимали видео, фото, собирали камни агаты, хрусталь. Сейчас какой месяц-то? Июль. Середина июля.
куропатки буквально бегали вокруг нас. Можно достать палкой. Идешь как в курятнике. Мамаша, мы не к вам! У нас прошел процесс ферментизации. Он приобрел свой настоящий запах, который должен быть в иван-чае. Сейчас у нас немножечко угли потухнут, и мы его просушим, прожарим. А завтра утром мы сможем его заварить. Ну вот, мы его поджарили, подсушили. У него появился резкий, свой приятный, хороший аромат. Вот, если вы хотите попробовать узнать, как это пахнет, приготовьте, потому что мы вам все секреты раскрыли. Вот, мы на белом кичвоже, чай, который мы пожарили утром, сейчас заварим себе на обед. И вот он, момент истины. Смотрим цвет. Навряд ли вы такого добьетесь, если заварите просто листья иван-чая. А теперь приступим к вкусовой дегустации. Как вам, Петр Сергеевич? Потрясающе. Иван-чай собственного производства в каменном городе на Тимане. Да вы что, ребята, приезжайте на... Последние километры до реки Белая шли вниз по ручью, по берегам. Причудливые скалы, в километре выше, каменный город. Но в него мы пошли на обратном пути. Пишется уже. Бу, па-па-па-пара-па, ра, па-пара-па-па-па, ти, пара-ра-ра-ра-ра-ра, но, на-на-на-на-на-на, бу, ра, ти, но. Вторая декада июля. Зима отсюда не ушла. Она, как сказал Владимир Семенович, лишь затаилась на время. Вдали показалась река Белая. Ура! Мы дошли. Поздравляю! Закрой! Один день в раю. Место для стоянки красивейшее. Берег, причудливые скалы, глубокая яма после переката, чистейшая вода, в которой, как в аквариуме, стоит лосось. Бросив рюкзаки, первый заброс спиннинга, заклинание, с днем рождения, Вован. И сразу семга. С икрой. Второй заброс, вторая тоже с икрой. Рыбалка закончена. Нам больше не съест. Естественно, следующий день отдых. Не помогай, лови.
О! Вот это акула, это самец. Да. Это может быть самец семги просто. Хорошенько выспались, погода шепчет. Солнечно, легкий теплый бриз, и отключили гнус. Его не было весь день от слова совсем. Наконец-то можно раздеться и загорать. Здесь я поймал свою первую в жизни рыбу. И это был лосось. Тело отдыхает и дышит. Кисти рук и лицо черные, все остальное снежно-белое. Отдыхали, кушали красную икру с белым хлебом, лосося, пили кофе-чай. Сходили в небольшую раздевалку вниз по течению Белой. Под одним из водопадов обнаружили джакузи с теплой водой. Радости не было предела. Мы купались и просто балдели. Добро пожаловать на курорты Ненецкого автономного округа. Направо. Сделай так и так. А куда его? Так, для прикола. Ну. Еще раз снимаю. И будут. Ну, какие здесь комментарии? Здесь только одни комментарии. Пожелание приятного аппетита. Пришили шевроны на одежду. Заслуженно. Делаем блинчики. А то это рыба, это семга уже надоела. Хочется и хлеба тоже. С днем рождения, Бабан! Давай. Отлично. Подсак в бок подсекаешь. Есть. Все. Аккуратненько выводим. Блин, тут против солнца я стал. Подожди, перейду. Все, ушел. Ушел? Нет. А то он тебя водит, он тебя обманывает. Ушел. Вон он. Подматывай. Сюда. Вот на меня его выводи, чтобы я его подобрал. Нормально. Подтягивай. Быстрее. Вот он, Петька. Твой первый лосось. Ура! Первая рыба и сразу лосось. Блин, мощный. А ты разберись там. Самец. Петр Сергеевич и первая в жизни добытая рыба. И сразу лосось. Мамка. А нет, самец. Думали задержаться еще на день. Но время поджимало. Решили пройти назад километров 10. Но завтра. Так пролетел один из наших лучших дней в жизни, ради которого мы выкладывались на полную остальные 27 дней, и оно того стоило. Путь домой был куда легче и приятнее. Вода упала, но погода делала все правильно. И в пешке в обратную сторону было 2 дня дождей. Хоть немного поднялся уровень.
погода. Перекаты на веслах, где глубина на моторе. Торопились. Шли почти без сна и отдыха. По пути назад наловили Хариуса домой. Снова обнесли Сульский водопад, сделав там дневку. И рванули в обратный путь. Видишь, клюв острый, это крахаль. Заснял? Берем. Идем. И парковал. О, этого крокодила я уже поймал. Ну все, поехали мы домой. Пока Сульский водопад, погода прекрасная, где-то гремит гром, а нам туда.
Харьяга, поселок Вахтовиков. Отчет пишу, пока едем по вхлам убитой дороге Харьяга, Нарьян-Мар. Пройдено в обе стороны на машине 800 километров, по воде 1400 километров, пешком 100 километров. Топливо для лодки 170 литров. Газа 11 баллонов цанка. Съедено рыбы никто не считал. Участники: Петр Филоненко, Краснокамск; Владимир Бахмутенко, Усинск. Уставшие, но не побежденные. Спасибо Владимиру Бахмутенко и клубу «Азимут Север» за невероятно крутое путешествие. Спасибо Ниве, Морковке и Мотору. Вывезли, не подвели. Спасибо моим родным и коллегам по работе, что отпустили и терпели мое отсутствие. Отчет написал Филоненко Петр 29 июля 2023 года. azimutsever.ru